Польское радио на русском. Риторика президента США Дональда Трампа меняется в отношении Украины, ну, по крайней мере, в видимом спектре этих изменений. Мы слышим теперь заявление о том, что США якобы может передать Украине оружие, которое якобы может достать уже и до Москвы. Об изменении этой риторики мы поговорили с генерал-майором Службы безопасности Украины запаса, экс-заместителем главы службы Виктором Югном. Приветствую вас в эфире. Да, добрый день. Собственно, означает ли это, вот эти заявления, то, что действительно какое-то оружие, которое может откуда-то достать до Москвы, пойдет в Украину? И действительно ли его можно будет применять? Или все это информационная кампания? Ну, про оружие, которое может достать до Москвы, я сомневаюсь. Тут стоит вопрос о том, что мы и не очень надеемся на какие-то такие резкие изменения, да? Тут точно томагавк нам не дадут. Вопрос стоит о том, что мы сами можем себе обеспечить оружие, которое достает до Москвы. Тут бы по рукам не давали постоянно. Либо там где-то не шептали в ухо, что прекратите, не надо, все хорошо. Стоит вопрос о том, что есть критические поставки к тем системам, которые у нас есть на вооружении, но которые, ну, боеприпасы к которым мы не производим. Например, к Патриотам. Это критически важно для нас, потому что это на данный момент, ну, если не единственное, то очень важный компонент нашего противоракетной обороны. У нас есть ирисы, ну, их не так много, и у них немножко другая система для использования. Э, А под Патриоты показали себя очень эффективными в противодействии баллистическим ракетам. И, как показывают последние даже удары, они фактически все были перехвачены. У нас сейчас проблема с беспилотниками ударными, но я думаю, что и к концу лета и эту проблему сможем решить. Я думаю даже, что к концу года, возможно, мы выйдем на то, что Германия, которая в 26 году, в начале с 26 года начнет производить системы, ну, ракеты к Патриотам, это была тоже как бы договоренность между Штатами и, и Германией. Я думаю, что и это, и договоренность того, что они будут передавать нам их, и, возможно, даже мы начнем совместное производство, мы и эту проблему решим. Но у нас еще есть Химарсы, которые, ну, действительно очень помогали нам и в первое время, когда они попали к нам. И так они стоят на очень серьезном вооружении, потому что те ракеты, которые есть к ним, дальние, то есть до 250 километров, это очень эффективное оружие против командных центров и логистических хабов противника. То есть те боеприпасы, которых у нас просто нет в наличии, мы бы хотели все-таки видеть от Соединенных Штатов. Все остальное, думаю, мы как-то уже научились либо сами делать, либо с союзниками где-то находить. А тут еще один важный момент. Мы следили, наверное, не то что там всей страной, всем миром, всем континентом следили за заявлениями прошлого канцлера федерального Олафа Шольца о Таурусах, о ракетах дальнего, вот, собственно, дальнобойных ракетах. Мы слышали реакцию Москвы об этих ракетах и долго думали, дадут, не дадут. А потом эта история как-то пропала из информационного пространства, а сейчас она как-то очень тихонечко туда вернулась, и якобы это решение уже даже есть. То есть и Таурусы вроде как даже передают, но никто не делает из этого какой-то информационной истерики. Все очень просто. На самом деле не Таурусы передали, а частично передали технологии, и те ракеты, которые Украина и так сама делала, они получили просто возможность совместно с Германией, ну, это не Таурусы, но это очень близкие технологически к ним. Почему? Потому что Германия не хотела задействовать своих военных для обучения, там, для ихней настройки этих ракет.
Говорили, что без немецкого присутствия и пользоваться этими ракетами ну, просто невозможно. Хотя я глубоко сомневаюсь, думаю, что наши специалисты могли бы и в этом разобраться. Они доказали то, что они могут на всем летать, на всем ездить и все использовать. Поэтому ну, не думаю, что это такое была большая проблема. Но тут проблема еще другая, что сами Таурусы, мы слишком подогрели эту всю систему информации к ним, и на самом деле они же не могут использоваться сами по себе. Это надо целый комплекс там и авиацию поднимать, и сопровождать эти ракеты через специальные радиолокационные системы, и надо иметь доступ к картам специальным тоже. То есть просто так их использовать не было возможности. Поэтому было принято решение, что Германия поможет нам довести до ума наши ракеты, которые не хуже. Я думаю, они дешевле, но более, ну, не менее эффективны. И в ближайшее время, я думаю, что мы увидим их неиспользование. И вопрос, передают там ракеты, не передают. Тут же вопрос стоял в чем? Откройте нам возможности доступа к технологиям и к рынку оружия. Если есть какое-то оружие, почему нам его не продают? Почему продают какой-то стране, которая очень далеко от войны и которая даже не входит в систему НАТО? Она просто там где-то союзник, да? А Украине не продают. Почему? Что происходит? Вы как-то чего-то боитесь? Мы ничего не боимся. Не хотите напрямую, давайте через третьи страны или что-то такое. Поэтому и Соединенные Штаты, мы же тоже риторику их не понимали, что вот мы не хотим бесплатно передавать. Ну не передавайте бесплатно. Есть фонд в Европе, который аккумулирует деньги, в том числе из замороженных активов России. У нас есть за что покупать, продайте нам это оружие. Тогда давайте вернемся к президенту США. Как думаете, почему поменялась риторика и как-то на это, может быть, повлияло заявление Путина о том, что он собирается новое наступление начинать? Или как на это отреагирует Москва, на то, что Трамп больше не друг? Ну, во-первых, сам вопрос о том, что Трамп друг, это очень такой был, ну, очень, знаете, я всегда вспоминаю, как первый раз Трамп выиграл, и там Жириновский еще был живой, и они там шампанское пили. Пили, потом оказалось, что шампанское либо кислое, либо еще какое-то такое, и давайте пить другое что-то, потому что Трамп уже не друг. Ну, Трамп это президент Соединенных Штатов. И он в первую очередь печется о безопасности и экономическом развитии своей страны, я так понимаю. То, что у него риторика такая странная, ну, потому что человек странный, и он пришел не из политики, он пришел из бизнеса, и некоторые вещи он оценивает совершенно по другому ключом. Ну, если для него президент Финляндии, который имеет в гольф, играть более близкий собеседник, чем президент Франции, ну, то что мы можем сказать? Ну, это его такое решение. Но президент Финляндии намного четче все говорит и до него доводит, чем тот же президент Франции. Поэтому произошло то, что произошло. Можно, как в этой сказке, кричать «волк, волк, волк» очень долго, но в конце концов это все заканчивается очень печально. Если ты предлагаешь дружбу и какое-то сотрудничество, и тебя постоянно кидают, вот реально просто кидают. Причем подводят не как-то так, а реально перед какой-нибудь там очередной фазой общения начинает активно бомбить города, мирных жителей, и это все показывается по телевидению. Ну, Трамп же понимает, что часть населения Соединенных Штатов, причем очень существенная, она действительно стоит на стороне Украины и не понимает, что происходит, в предмете в том, что почему Россия для нас друг, а Украина какая-то непонятно, что она там делает. Ну, тут же большая часть населения Соединенных Штатов понимает, кто на кого напал и кто должен защищаться. И Соединенные Штаты помогали, тут как бы риторика поменялась очень резко. И электоральные вещи, их нельзя забыть. Тем более на носе выборы в парламент. И просто так их пролететь очень можно,
очень быстро. Поэтому риторика меняется. У нас вся меняется не только под влиянием того, что происходит в Украине, но и под влиянием того, что пишут даже очень близкие к республиканской партии средства массовой информации. Поэтому все и встает на свои места. Есть такое выражение, что Соединенные Штаты всегда принимают правильное решение, но только после того, как перепробовали все неправильные. Я думаю, что где-то вот в этот момент мы где-то подходим как раз к принятию правильного решения. Спасибо. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.